Привет, меня зовут Анна, это мой бьюти-блог «Кудрявый космос», и сегодня я расскажу о продуктах для волос, которыми я чаще всего пользовалась в последнее время. Часть продуктов из моего списка будут подходить под классический кудрявый метод, часть продуктов будет силиконными, я буду об этом говорить, что-то использую для кудрявых укладок, что-то использую для выпрямления волос, в общем, к делу. И первая категория – это, конечно же, шампуни для волос. У меня на повестке дня два шампуня, которыми я пользовалась чаще всего на протяжении последних 3 месяцев. Оба эти шампуня довольно мягкие. Они содержат в своем составе сульфаты, но это чуть более мягкие сульфаты, чем СЛС и СЛС. Также здесь есть комплекс других ПАВов. И в общем и целом такие шампуни должны мягко, но эффективно очищать кожу головы, подходят для нормальной кожи головы. Однако Insight не справился с очищением моей кожи головы и моих волос. При этом он супер мягко ощущается на коже головы, он не раздражает кожу, и он очень классно вспенивается, имеет приятную отдушку. Шампунь от Natura Siberica, как практически вся косметика от Natura Siberica, имеет какую-то странную отдушку. Она довольно приятная, она не чувствуется в течение дня после того, как ты помыл волосы, но тем не менее во время мытья ты чувствуешь какую-то сладость. Вот. Кроме того, в этом шампуне есть еще и кислота, салициловая кислота, и он очень классно справляется с очищением, мягко, там нет какого-то, знаете, скрипа корней или скрипа волос, вот. Но тем не менее мне очищающей способности от этого шампуня хватает, то есть он подходит для нормальной кожи головы, склонной к жирности. И это уже вторая банка этого шампуня. В общем, я от него в восторге. Также я в восторге от своего нового массажера для кожи головы. Наконец-таки у меня нормальный, с легко гнущимися силиконовыми зубчиками. Вот это прям супер ощущения, такие массажные. Им, наверное, невозможно как-то повредить кожу. В общем, рекомендую обращать внимание именно на такие хорошо гнущиеся зубчики массажеров. Для распределения шампуней я его использую. Конкретно ссылку на этот я оставлю в описании. Его можно купить в Латвии, в странах Балтии. С кондиционерами у меня сложилась какая-то печальная история. Последнее время я чаще всего использовала различные кондиционеры Insight. И у меня вот несколько месяцев назад была вот такая маска. И как и все кондиционеры от Insight, и маски Insight, в общем, я не поняла их, потому что он очень слабо кондиционирует волосы, не оставляет гладкость на волосах, которую мне хотелось бы. То есть подойдет, скорее всего, для низкопористых волос, для тех волос, которые очень быстро всем утяжеляются. Вот чуть-чуть им нужно кондиционирование. Вот, в общем, любой кондиционер берите из серии Insight и останетесь довольными. В противовес этой маске от Insight я взяла маску SIM Restore and Repair. Я использую маски, напоминаю, просто как каждый раз при мытье вместо кондиционера. Либо одно, либо другое, потому что это один и тот же продукт. Итак, маска от SIM оказалась классный по кондиционирующей способности и даже чересчур классный, может утяжелять волосы, может их жирнить, если ее долго выдерживать на волосах. Долго — это больше, чем 5 минут. Маска классна тем, что теоретически, судя по составу и по содержащимся в ней компонентам, она должна восстанавливать хорошо липидный слой волос, который мы смываем при помощи, например, шампуня. Вот. Маска от SIM Restore and Repair классно подходит для поврежденных волос, для пористых волос. И если вы не боитесь утяжелить волосы, конечно же, это тоже нужно учитывать. После того, как эта маска закончилась, я пошла в ближайший Дрогос в Латвии и купила себе какой-то нишевый кондиционер от фирмы Nice & Wilson. Он продается в Дрогосах в Латвии, только там, мне кажется, больше я их нигде не видела. Этот кондиционер идеален. Он вот как надо кондиционирует волосы, не утяжеляя их и при этом оставляя такую гладкость на волосах, классную кондиционирующую легкую пленочку. Вот, в общем, кондиционер классный, рекомендую, если есть возможность его приобрести. Дальше несмываемые кондиционеры. Итак, у меня на повестке дня 2 несмываемых кондиционера, которыми я чаще всего пользуюсь в последнее время. Это Pearl Smith Weightless Air Dry Cream. О нем я уже много раз рассказывала. Это просто классный
легкий, кондиционирующий, такой кремовый продукт, который, в общем-то, никакими суперсвойствами не обладает, просто кондиционирует волосы и классно подходит как подложка под абсолютно любой стайлинг. В дальнейшем под гель, мусс, пенку и так далее. Но в моей коллекции появился также новый несмываемый кондиционер для волос, который я купила просто проходя в продуктовом магазине, да, в Римчике, проходя мимо полки с шампунями, я увидела этот бренд Climamplex. Это какой-то нишевый британский бренд в достаточно странной, некрасивой упаковке, скажем прямо. И я его взяла, потому что в составе увидела аминокислоты. Обычно такие несмываемые кондиционеры или кремы для волос, они очень красиво подчеркивают завиток. И так случилось. Он классно очерчивает завиток, при этом он не жирный, он довольно легковесный. Опять же, подойдет для абсолютно разных типов и структур волос. Здесь нет силиконов, но есть какой-то воск, наверное, есть. Ну, в общем, если вы пугаетесь всякого такого, то берите на заметку. Что касается стайлингов, то чаще всего я пользуюсь муссом для волос шифон от R&Co, потому что это просто божественный мусс. Он, кстати, не содержит силиконов, КГМ, подходит для классического кудрявого метода. Вот. Нет никаких запретов, так сказать. Все в нем отлично. Он дает легкую фиксацию, он очень красиво очерчивает завиток, оставляет объем, добавляет потрясающий объем. Если у вас прямые волосы, и вы хотите уложить волосы на фен, например, брашинг, то это тоже послужит вам классным стайлингом для достижения вашей желаемой укладки и сохранения объема и текстуры волос. В общем, R&Co шифон мне очень понравился. При этом важно отметить, что абсолютно не липкий. Вот нет вот этого ощущения классического мусса. У меня есть несколько видео о том, что такое мусс, и обзор муссов, и я ссылки оставлю в описании. Если для своих кудрявых укладок хочу чуть лучшую фиксацию, чуть более сильную фиксацию, чуть более очерченности хочу своим завиткам придать, то у меня рука тянется к моему любимому гелю от Bounce Curl, потому что он, опять же, и фиксацию дает легкую, среднюю, что ли, и при этом сохраняет такой легкий пушок и легкую естественность на кудрях. Вот. Естественно, тоже это КГМ продукт. С установлением нормальной погоды, когда влажность воздуха не сильно высокая, не сильно низкая, когда не нужно носить шапки, скажем так, я стала использовать в своих укладках один продукт. И этот продукт – это крем для кудрей от R&Co. Здесь есть какие-то силиконы, но при этом состав очень классный. Крем легковесный, он не утяжеляет волосы, вообще не утяжеляет. Он разделяет завитки, он их слегка фиксирует. Здесь есть фиксирующие полимеры. И если делать укладку с кремом и расческой, чтобы дополнительно помочь крему работать, в общем, укладка получается просто шикарная. Это вот такой для любителей естественных укладок, да, когда есть, опять же, очерченность, которая сопровождается легким пушком, но при этом волосы не лишены объема. И по текстуре, и по длине, точнее, волосы, они тоже кажутся объемными. В общем, крем какой-то супер волшебный. Мне очень нравится. Лак для волос от Bounce Curl убирает пушистость. Просто волшебным образом ее приглаживает. Очень классно. Использую я его на мокрых волосах при укладке. То есть как финишный стайлинг, но на еще мокрых волосах. Да. Прилизываю все, что мне нужно, в нужную сторону направляю. По ощущениям, это классический лак, он липкий, но в нем нет спирта, и он, естественно, подходит для классического кудрявого метода. Если вы там вычеркиваете из состава все что угодно, то это КГМ-продукт. В нем есть один большой, огромнейший минус. Это отвратительный дозатор. Дозатор просто ужасный. Вот так ничего. Но когда ты им сбрызгиваешь волосы, вот эта струя, она очень обильная, ее много, и ты на одно место вечно каким-то большим количеством жидкости попадаешь. В общем, сюда бы мелкодисперсный распылитель, он бы был вообще супер классным продуктом. Кстати, на сухих волосах я его тоже использую. Например, сегодня я там немножко пригладила пушок, когда завязывала хвост, но за счет вот этого не очень хорошего дозатора, за счет такой липкости, он все-таки такой немножко оставляет такой каст прямо на волосах, как старые лаки. Но при этом в нем нет спирта. В общем, фиксация у него хорошая. Фиксация классная. В принципе, продукт тоже мне нравится.
только заменить дозатор. Что еще такого интересного? В последнее время, тоже последние несколько месяцев, я очень часто использую этот спрей для волос. Это спрей для волос от L'Oréal для рефреша волос. Это на основе глицерина. Продукт очень жирный. Если им прям обильно рефрешить волосы, то он склеивает их в какую-то грязь. Это плохо, очень плохо. Но когда ты просыпаешься, у тебя там какая-то прядка одна торчит неправильно, или тут такой легкий пушок, ты просто 2 пшика, 3 пшика делаешь, и вот тогда он очень хорошо раскрывает свои свойства. Вот, в общем-то, с такой целью пару пшиков там, чтобы немножко воспряли кудри духом, верхний слой кудрей. Вот, я его использую как-то вот прям, хотя я его захейтила в одном из своих видео прям сильно, именно потому что если нужно сильно хорошо рефрешить волосы, то он их просто в какую-то отвратительную массу превращает. Вот. Если 2 пшика, 3 пшика, то ок. Дальше информация для тех, кто хочет выпрямить волосы, кто любит выпрямлять волосы периодически феном и брашингом, либо каким-то стайлером. Я, например, выпрямляю волосы сейчас Дайсоном. Как я это делаю? Вообще обзор на Dyson я давала в предыдущем видео, посмотрите его. В общем, самым моим любимым средством для выпрямления волос сейчас является вот этот крем, опять же, от R&Co. Я не знаю, почему я подсела на этот бренд. Park Ave он называется. Во-первых, он хорошо кондиционирует волосы. Во-вторых, он легковесный, не утяжеляет волосы, подходит для объемных укладок. В-третьих, он помогает волосам сохранить желаемую форму. То есть, если ты выпрямляешь, он помогает выпрямить волосы. Да? В общем, потому что в нем есть фиксирующие полимеры, опять же. В общем, очень классный продукт для выпрямления. Пожалуй, на данный момент вообще это лучшее, что я пробовала. Силикон на составе есть. Более того, я рекомендую использовать силикон, если вы выпрямляете волосы. Также, если я выпрямляю волосы, то для фиксации укладки, для такой легкой фиксации я использую лак для волос от бренда Eleven. В общем-то, все как тут и написано. Фиксация легкая, локоны подвижные. Так, чтобы он там сильно фиксировал, то нет эту укладку. В общем, не знаю. Я, наверное, буду какие-то еще лаки пробовать. Вот специально купила в маленькой версии, чтобы, в общем-то, какое-то впечатление составить и понять, нужна мне большая банка или нет. Пока я понимаю, что не нужна, и буду двигаться каким-то другим лаком для волос. Еще один продукт от R&Co, который мне положили в подарочек, когда я делала какой-то заказ от этого бренда. Это сухой шампунь, который вообще не работает. В общем, никакого результата от этого сухого шампуня нет, никакого объема, ничего он там не впитывает. Совершенно его не поняла, не рекомендую. И напоследок я оставила виральную, просто популярную супервирусную расческу от Bounce Curl, расческу для стайлинга волос. Да? Она на основе такой щетины, она не очень жесткая, но плотно набита, чтобы создавать натяжение на волосах. И самая главная фишка, естественно, в этих ребрышках. Что я могу сказать? Наверное, у меня, как всегда, были высокие ожидания, и они не то чтобы сильно оправдались. То есть, не поймите меня неправильно, расческа классная. И свою функцию по разделению прядок она делает на ура. Наверное, за счет того, что у меня большой опыт в укладке кудрявых волос, я могу практически любой расческой разделить свои волосы на пряди или там собрать более крупные локоны. В общем, поэтому я не сильно удивлена. Но, если вы, так скажем, новичок в этом деле, то такая расческа может сильно помочь. Вот, потому что, создается в ней хорошее натяжение. Да? Аккуратно волосы на эти зубчики ложатся и прочесываются. В общем, мало усилий, хороший эффект. Расческа мне нравится. Вот. Если ищете расческу для стайлинга именно волос, для разделения волос на прядки, то это хороший выбор. Но это не расческа для ежедневного прочесывания волос или для прочесывания кондиционера. И уж точно, и это не расческа для тех, у кого путаются сильно волосы. Потому что щетина набита плотно, волосы там будут застревать. Это был такой краткий обзор продуктов и каких-то гаджетов даже для волос, которыми я пользуюсь в последнее время. В общем, если остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях. А я прощаюсь до нового видео. Пока!